привет, вы на канале Борзинет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня в лучших традициях обзоров, если есть на девайсе камера, мы на него пишем вход. Это Lenovo Tab 11 Plus. Притом я хочу сказать, что разница между 11 и 11 плюсом даже в временном отрезке целые 10 месяцев. То есть Lenovo сначала подумала, как им улучшить планшет, потом этот планшет максимально дешевый в своей линейке улучшила. Максимально дешевый — это до $200. И не надо мне скидывать скрины с нашего ритейла, я прекрасно понимаю, за какие деньги они продаются. Я покупал на Алишке до 200, притом у меня еще был купон, и, по-моему, мне он вышел в 190. Вот вам сразу спойлер. Притом это реально сделать практически всегда, потому что сейчас он даже висит где-то в районе 220-230. И после того, как вы узнали ценник, что там неплохого? Там неплох IPS-экран. Да, низкая плотность пикселей, но я не сказал бы, что он совсем дешевый. Здесь неплохой процессор. Да, в Antutu не какой-то там 500 000 баллов, но 300 с копейками он выбивает свободно. У него не самая медленная память, у него много других плюшек, у него даже переходник с Type-C на мини-джек в комплекте. Разумеется, лучше была бы наша любимая дырочка мини-джек, но черт с ним. У него не худшая камера, она реально допилена относительно P11. Понятно, что для планшета, для большинства вот эта основная камера и не нужна. Нужна фронталка, но все равно. Фронталку, кстати, мини-пример вы все равно увидите в ролике. Из хорошего, планшет мне понравился в первую очередь за внешность, во вторую очередь за то, каким образом он собран. Да, где-то что-то как-то скрипит. Да, это все стандартно, помним про ценник. Но Lenovo в плане планшетов на IPS-экранах, я считаю, что продвинулась очень хорошо. И если вычеркнуть рилмевский пад, ну, по большому счету, я и не вижу у него конкурентов. Так что подписываемся на канал с колоколом, ставим лайк за труды, пишем, что еще интересно на обзор. Скоро будет топ-10 планшетов, смотрим. Третий планшет от Lenovo, разумеется, я его покупал на Али, потому что те ценники, которые у меня в ритейле, в моей родной стране, меня вообще не радуют по поводу Lenovo. Они обычно ровно в X2. Это дело я покупал на сейле очередном. Наклейки все на местах были. Но я, скорее всего, взял вместе с глобальной прошивкой. Чтобы вы понимали, это китайская версия, они просто накатывают туда глобалку, и у вас получается глобальная версия планшета, учитывая, что это супер-мега-эконом. В чем супер-мега-эконом? Вопрос. Почему? Потому что, допустим, USB-C здесь версии 3.1, чтобы вы понимали, в флагманах, которые я обозревал, его практически нигде нет. Везде ставят 2.0. Здесь у нас кнопки регулировки громкости, кнопка питания, кнопка для симки, но, скорее всего, здесь только карта памяти, потому что симка у нас продается в основном только в глобале, и цены космос. И цвет, блеск, красота. Я купил белый. Длинный USB Type-C. Разумеется, блок китайский, но вопрос, почему мне, кстати, не положили переходник? Ладно, черт с ними, у меня их хватает. Максимум 18 Вт, тоже не самый убогий вариант, но вот так. Следующий момент. Русский язык находим, радуемся и забываем, что это является китайской версии, потому что считаете, что это уже не Китай. Та-да! Все включилось, больше половины заряда. Рамки, разумеется, у нас огромные. Ну, сломать можно легко. Но он не очень сильно прогибается. Я бы сказал, минимально. 4 динамика, как вы видите, все это будет мной проверено. Единственное, что бы я хотел вместе с вами сейчас еще проверить дальше. Комплект, разумеется, здесь есть переходник на мини-джек и ключ для изъятия лотка под либо сим-карты, либо карты памяти. Разумеется, здесь у меня только карта памяти, никакой симки мне в планшете не нужно. Везде, где я использую планшеты, есть Wi-Fi. Обычно с симками стоимость ого-го как увеличивается. Вот вы видите, что в подложка прорезинена, есть возможность запихать карту памяти. Вес данного устройства в граммах 530 граммов и размеры, допустим, толщину 9,5 мм вместе с блоком камер. Без блока камер 7,8 мм, ширина, точнее, 162 мм. Хороший планшет вроде бы. Смотрим. Я об этом не раз в ролике скажу, но на руках у меня псевдоглобалка. Прошивал сам продавец. Цвет корпуса белый, тыльная часть, как и рамки, из матового пластика. Дизайн приятный, но в некоторых местах видны зазоры, плюс он чуть-чуть дохрустит. В руках держать планшет удобно, сам планшет не скользкий, все углы сглажены. Тыльная часть, к сожалению, маркая. Без чехла не поносишь долго. На корпусе расположена
Расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1, это прям ура. Микрофоны, 4 стереодинамика от JBL с хорошим звучанием и Dolby Atmos на борту, который работает по мне без нареканий. Также имеется слот под microSD до 1 терабайта, место для крепления внешней клавиатуры и Lenovo Pen. Нет разъема под мини-джек, но, к счастью, производитель положил в комплект переходник с Type-C на мини-джек. Оснащен 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200 на 2000 пикселей. Плотность пикселей составляет 320 ppi по Antutu, не космос, я бы даже сказал маловато, но вполне нормально, учитывая его стоимость. Это же планшет, это не телефон. Пиковая яркость 400 нит, что тоже мало, но неудивительно для экрана типа IPS. В яркую солнечную погоду летом особо не попользуешься этим планшетом. При ярком освещении яркости не хватает и блики мешают просмотру. Частота обновления экрана 60 Гц, что, как по мне, тоже фейл. Процессор 90 Гц бы мог вытянуть. Автояркость работает резко, и я заметил, что ползунок яркости понижается, а сама яркость остается неизменно некоторое время. Подтормаживает слегка реальные изменения яркости в автояркости. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок. Далее мультитач берет спокойно все 10 пальцев, что важно. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартно пин-кодом. Распознавание лица срабатывает как в вертикальном расположении планшета, так и в горизонтальном, но не сказал бы, что супер быстро. Добавить биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 750G с техпроцессом 8 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 2,2 ГГц. Графический процессор Adreno 619, интерфейс ZUI 12.5 на Android 11 версии. Оперативная память LPDDR4X не последняя, доступна только 6 ГБ. Внутренняя память типа UFS 2.1 объемом на 128 ГБ. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, проблем с подключением к беспроводной сети у меня не было. Есть вариант с LTE, но он супер дорогой. Вибромоторчик есть, что круто, но очень слабенький и не настраиваемый. Bluetooth версии 5.1, что неплохо, но не топ. GPS-тест на холодную показывает стандартно точность до 3 метров при условии, что рядом есть высотки. Но это Qualcomm, лучше и не бывает. Емкость аккумулятора 7700 мАч, в PC-марке выдал для меня разочаровывающие цифры. 7 часов 11 минут и осталось 20%. Тест я проходил при 60 Гц на максимальной яркости. Если говорить об автономности в реальном использовании, то его хватает на 14 плюс-минус часов, что довольно хорошо. Заряжается он с 0 до сотки от родного адаптера питания целых 2 часа 4 минуты, поедает по 13% за 30 минут просмотра видеоконтента на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi, то есть на пальцах 26% в час. Либо 4 часа это предел на максимальной яркости при просмотре YouTube по Wi-Fi. А за час игры в Genshin Impact улетает вообще 36%, да и вообще на планшете не особо в него удобно играть, так же как и в танке. Играть можно на графике не выше средней, и то советую ставить настройки еще ниже, так как фризы присутствуют, играть не особо комфортно, но с другой стороны можно, если хочется. В простенькие игры наподобие PUBG или танков играть уже комфортнее, но здесь решает опять же размер. Не такие они игровые, эти планшеты. Вот iPad mini, да. Сам планшет неплохо нагрелся во время игр, но яркость не понижал. Теперь летим дальше к тестам. Тротлинг-тест проходил он вообще не волшебно. 78 гипсов минимально, максимально 224, в среднем 96 на 100 головках при 30 минутах. Вообще нестабильно, я скажу. В Geekbench в сингл-коре 636, в мультикоре 1867. 3D Mark показал Wildlife 1119, Wildlife Extreme 334, Wildlife Stress Test 1122, Wildlife Extreme Stress Test 338, Slingshot Extreme 2765 и Slingshot 3933. В Antutu выдал 383 тысячи попугаев, что довольно сильно. Storage тест показал 21 тысячу. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел не идеально, результаты вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из одного модуля и одной LED-вспышки, основная на 13 мегапикселей. Фронтальная камера находится в рамке, она небольших размеров и имеет сенсор на 8 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки 1080p 30 fps. Качество съемки ожидаемое, а по большей части камеры здесь предназначены для того, чтобы общаться через соцсети. Но вы уже видели и в начале, как камера работает, и сейчас увидите чуть-чуть, и в конце вы увидите в резюмирую, как она отрабатывает. Мини-пример селфи-камеры на Lenovo Tab P11 Plus. И я бы сказал, что, работает и работает. Для чего вам нужен селфи? В первую очередь для того, чтобы с кем-то общаться. Вас смогут узнать? Смотрите, я думаю, смогут. Если в полной темноте, то не факт. Но в полной темноте мало кто разговаривает, во-первых. Во-вторых, если вы с кем-то разговариваете в полной темноте, давайте скажем прямо, вас точно знают в лицо. Поэтому камера, учитывая, что она еще и без роллинг-шаттера,
для фронталки хороша. Минусы: нет мини-джека, пластиковый корпус, к сожалению, есть определенный люфт и скрипы, но это неудивительно при такой стоимости. Даже в планшетах, которые стоят в разы дороже, это встречается. При поиске обновлений для планшета обновления могут искаться бесконечно, значит, про обновление можно забыть, только если перепрошить сам планшет опять на Китай. Либо что-то в этой глобальной версии поменяют, но я так не думаю, и может быть это и хорошо. Стоит ли Lenovo Pad Plus? В районе $200, иногда дешевле. Я покупал вообще в чистом виде в рублях за 14 600, если считать кэшбэк. С купоном у меня вышло 15 200, это без кэшбэка. И не забываем, что курс был намного жестче, чем сейчас, когда я его брал. Сейчас курс у рубля укрепился во всяком случае, и можно купить выгоднее. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, думаю, под конец февраля появятся, а сейчас только акции ловить. То есть какие-то девайсы дешево, какие-то дорого, но в разных категориях, если поискать, все можно найти за неплохую стоимость. Допустим, вчера продавался Lenovo Pad 11 Pro за 19 тысяч, может еще висит, посмотрите в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Я считаю, что за этот ценник он очень даже неплох. Резюмирую, если вы хотите на планшете Instagram в нормальном виде, пожалуйста. Если говорить о глобалке, это псевдоглобалка. То, что я тестировал, это китайская версия планшета, но там встроены Google сервисы, никакой китайщины здесь нет. Я еще раз повторяю, что неважно, будет ли прилетать сюда обнова какая-то, мне не прилетала. На данный момент единственная претензия к планшету у меня одна. При работе на морозе начинает фризить. Но ввиду того, что даже телефоны за 40 тысяч у меня при минус 14, минус 15 фризили, по большому счету претензия, она не особо обоснована. Поэтому я бы на вашем месте присмотрелся к нему, сходил в какой-нибудь гипермаркет, несмотря на цену его поюзал, прикинул, почитал форумы и посмотрел комментарии под этим обзором. Я надеюсь, что кто-то, имеющий планшеты Lenovo, напишет внизу, как вам девайс, потому что мне девайс однозначно зашел за свои деньги. Он реально топ. Спасибо за просмотр, ставим лайк за труды, пишем в комментариях, на что еще сделать обзор. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.